Длительное увлажнение в течение 14 часов, резервуар для воды емкостью в 4 литра, скоростью увлажнителя 280 мл в час, бесшумный ночной режим, интеллектуальная система поддержания постоянной влажности, управление с помощью мобильного приложения, поддержка управления через голосовых ассистентов, удобная система наполнения резервуара водой, простота обслуживания, и это только малая часть того, что я прочел в рекламе к увлажнителю под названием SmartMe Evaporative Humidifier Free Light. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в упаковке из обыкновенного картона, на ней можно заметить изображение модели, название и краткие характеристики. Упаковка пришла целая, как и само устройство. Упаковка ничем не примечательна. В комплекте у нас руководство пользователя, сам увлажнитель и блок питания 12 вольт, 35 сотых ампера, 9 ватт с несъемным кабелем и евровилкой. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на YouTube канал с колоколом, тот, который вы сейчас смотрите, подписаться на телеграм-канал скидок, либо в описании своего канала, либо в комментарии под любым из роликов указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Помимо этого еще iPhone 16 я разыгрываю на Новый год. Перейдем же к увлажнителю. Начнем. В продаже имеется только белая расцветка, что стандартно. Редко можно встретить, чтобы производитель подобных устройств предоставлял несколько расцветок той или иной модели. Такое бывает, но очень редко. Вес увлажнителя 4 кг, а габариты 260 на 260 на 356 мм. Данная модель слегка меньше и легче, чем третья версия. К слову, на Humidifier третьей версии у меня уже был обзор на канале. И даже на второй, и, по-моему, даже на первой. Дизайн устройства от прошлых моделей мало чем отличается, при этом выглядит он аккуратно и впишется по большому счету в любой интерьер довольно просто. Увлажнитель имеет форму параллелепипеда, корпус выполнен из матового ABS пластика, качество материалов хорошее, сборка по мне очень достойная. Разместить увлажнитель можно как на стол, так и на пол, но, разумеется, из-за немаленьких габаритов лучше всего устанавливать его на пол. Далее, данная модель состоит из двух частей, на нижней части, которая является резервуаром для воды емкостью в 4 литра, можно заметить разъем для питания за прорезиненной заглушкой, обыкновенный водомер, а с нижней части расположили 4 антискользящие ножки. Все более чем стандартно. Минус за то, что нет места под остаток кабеля питания, внутри же можно обнаружить контакты для соединения с верхней частью увлажнителя. Барабан, как и в третьей модели, состоит из втулки, двух шестеренок, но круглых пластин здесь меньше, а именно 32. Они являются лопастями для равномерного контактирования с водой. Разбирается и собирается барабан без каких-то проблем, как и практически все в данной модели. На верхней части расположили воздуховыпускное отверстие, через которое, к слову, также можно заливать воду, что удобно. Вентиляционное отверстие, за которым виднеется система для циркуляции воздуха, датчик температуры и датчик влажности и надпись SmartMe. Отмечу, что данных датчиков недостаточно для полноценной оценки влажности и температуры в помещении, так как они считывают данные показатели не по всей площади помещения, а только в нескольких метрах от самого увлажнителя. Я советую вам приобрести метеостанцию Midge, к примеру, они совсем недорого стоят. Из полезного увлажнитель оснащен датчиком с функцией оповещения, которая срабатывает в случае, если вы долили слегка больше воды, чем нужно. Для управления предоставили 2 сенсорные кнопки, плюс есть 5 индикаторов состояния увлажнителя, такие как состояние Wi-Fi соединения, ручной режим, автоматический режим, ночной режим и индикатор низкого уровня воды. Что касается ухода за увлажнителем, я бы не сказал, что он сложный, но советую регулярно его промывать. Те, кто не промывают увлажнители, кто покупают увлажнители без возможности промывки, те знают, что это приводит к вашим болезням, если вы не будете грамотно за ними следить. Тип увлажнителя воздуха испарительный, увлажнение происходит без прогенерации, скорость увлажнения 280 мл в час, заявлено здесь 14 часов работы, подходит данная модель для помещения не больше, чем в 40 метров квадратных, так заявляет производитель, но я бы использовал его для помещений не больше, чем 25 метров квадратных. К примеру, если у вас общая площадь квартиры составляет 60 метров квадратных, то для нее необходимо покупать 2 таких увлажнителя и устанавливать, разумеется, в разных местах, в разных комнатах, где больше всего проводите время. Но тут все зависит, конечно, от многих факторов, от планировки, площади комнат и не только. ОФ-стерилизация отсутствует, в автоматическом режиме есть возможность выбрать процент влажности от 30 до 60%, в ручном режиме доступно 6 уровней работы увлажнителя. Ночной режим предназначен для поддержания влажности с бесшумной работой. Для полноценного использования данной модели необходимо установить приложение Mi Home. Humidifier Free Light поддерживает Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц. На главной странице с подключенным увлажнителем вы видите температуру, влажность, уровень воды, кнопку включения, окошко с режимами работы увлажнителя, таймер, в котором можно настроить начало и конец работы, а также повтор, к примеру, ежедневно, один раз или в выбранные дни. Далее есть регулировка яркости индикаторов. К слову, в ночное время суток подсветка автоматически снижается. Далее можно обнаружить включение
включение режима самоочистки, которое занимает 30 минут, включение-выключение звуковых уведомлений и последний — это режим защиты от детей. При его включении управлять устройством через кнопки не получится. И это удобно, если у вас есть дети. Во вкладке с настройками из интересного можно обновить прошивку, но мне обновления еще не прилетали, поделиться устройством для общего доступа и автоматизировать работу устройства с помощью умных сценариев. Но для полноценного использования данной функции необходимо докупать устройство умного дома. К плюсам отнесу, что увлажнитель поддерживает управление с помощью голосовых помощников Google Alexa и Яндекс Алиса. Летим дальше. Теперь, что касается тестов. Я устанавливал увлажнитель в комнате площадью около 20 метров квадратных. Изначально влажность в комнате составляла 42%, а температура 23%. После полного опустошения в увлажнителе воды с ручным режимом, установленным 6-м уровнем работы, влажность в помещении составляла 49%, а температура 22%. Если посмотреть на цифры, то результат не лучший, но по ощущениям в комнате стало гораздо легче дышать, воздух не сухой и сырости нет. К слову, полного резервуара воды в таком сценарии использования достаточно на 23 часа, около 14 часов, скорее всего, мы получим, если включим автоматический режим и выставим уровень влажности на 60%. Данная модель хорошо держит уровень влажности, если установить автоматический режим до рекомендованных 55% влажности, он справится без проблем. Ко всему, работает увлажнитель довольно тихо, как во время сна, так и в автоматическом режиме. Расход воды, разумеется, зависит от сценария использования. Из мелочей я отмечу, что увлажнитель не протекает, это хорошо. Минусы: нет места для того, чтобы спрятать остаток кабеля от блока питания, воздуховыпускное отверстие не имеет дополнительную мелкую сеточку, и штекер у кабеля питания не Г-образный. Для многих это будет неудобно. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Напоминаю, что 11.11 распродажа закончилась. Сейчас будет Black Friday, Черная пятница, и потом еще будет Киберпонедельник. Так что, если собирались приобретать гаджеты, вот сейчас идеальное время. Резюмируя: SmartMe Evaporative Humidifier Freelite — достаточно удобный увлажнитель, который со своей задачей справляется в пределах своих возможностей. Не больше и не меньше. Данная модель слегка урезанная версия Humidifier Free, но отмечу, что на данный момент цена на эти модели плюс-минус одинаковая. Я бы советовал приобретать тогда модель Humidifier Free. Меня девайсу, да, только если он будет стоить меньше, чем третья модель. Напоминаю, что увлажнители, особенно одних брендов, плюс-минус одинаковые. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите свои эмоции по поводу увлажнителей, пользуетесь ли вы ими, рассматриваете ли вы их. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.